Bonjour, bonjour, tout le monde. София с вами здоровается. Да, всем добрый день. Напишите нам, в каком году вы поступаете. Уже сейчас, в 2020, то есть буквально, может быть, мы увидим вас среди наших студентов буквально через пару месяцев, или, может быть, вы поступаете в следующем году. Было бы интересно знать, кто к нам сегодня присоединился. Attends, on va remettre la place. Здравствуйте. Буду поступать в этом году. Прекрасно. На какое направление планируете поступать? Bonjour, Кристина. В 2020. Прекрасно. Bonjour. Bonjour à tous. Следующий. Кто-то из вас говорит или, может быть, понимает по-французски или по-английски? Вы сможете, конечно, Софии и Максиму задать вопросы. Можете писать их по-русски, можете, если вы говорите по-английски, или кто-нибудь вам поможет, или переводчик, можете писать вопросы прямо в чат по-английски. София с Максимом с удовольствием на них ответит в течение презентации. Только читать. По-французски умеете читать или по-английски? Французский. Прекрасно. Это уже что-то. Это уже первый шаг. Shall we wait another 5 minutes, Veronica, before we start? 5 minutes maximum when we start. Okay, good. Но мы еще ждем, когда к нам присоединятся. Я представлю вам наших гостей сегодня. Представлю сама. Меня зовут Вероника, и я руководитель Высшей школы гастрономии от Института Поль Бакюс в Сибирском федеральном университете. То есть я отвечаю за эту программу, которую мы преподаем совместно с Французским институтом. И сегодня с нами Максим Моис и Софи Бело. Это сотрудники Института Поль Бакюс во Франции, в Лионе. Софи отвечает за все международные кампусы, за все международные программы, включая нашу, также за программу в Сингапуре, в Корее и за все, которые у Института Поль Бакюс существуют. И Максим, шеф этого департамента, то есть сейчас также у нас в чате, и сегодня на нашей встрече есть один из наших студентов. Максим может подтвердить, что действительно Максим, который шеф, приезжал уже к нашим первокурсникам в прошлом году, проводил занятия по кухне. То есть мы очень тесно сотрудничаем с Максимом и Софи. Они координируют полностью нашу программу, нас курируют, сопровождают, проверяют, чтобы действительно они были убеждены, что наша программа соответствует всем требованиям французских стандартов. И то, что мы преподаем здесь, в России, это действительно та же программа, которая преподается во Франции, в городе Лион. Напишите нам, был ли кто-то в нашем институте, приходил ли к нам в гости на, скажем так, офлайн день открытых дверей. Видели ли вы вообще наш кампус? Кирилл был в гостях 2 раза. Прекрасно. Были на день открытых дверей. Я думаю, что вы знаете все, что у нас строится новый кампус, который в сентябре уже начнет работу.
Там будут профессионально оборудованные кухни, там будет ресторан. Все будет здорово. Мы как раз сейчас занимаемся строительством очень плотно. Еще наши студенты к нам подключаются. Также вы сможете писать вопросы в чат. Может быть, какие-то будут вопросы по учебе. Раз я смотрю, подключаются наши первокурсники, наши студенты. Они вам тоже, я думаю, с удовольствием на них ответят. Shall we start? We Sophie? can. Yes? Perfect. Мы можем начать. Everybody is ready? So I can share my screen. Мгм. Let me know when you can see it. Yes, it's okay, Sophie. Perfect. Напишите нам, все ли видно, видите ли вы презентацию, слышите ли вы нас. Все работает, все видно. Хорошо. Okay, so bonjour, merci d'être là tous aujourd'hui. We're going to do the presentation in English, Maxime and myself, and Veronica will do the translation step by step in Russian. София и Максим будут вести презентацию по-английски. Я буду переводить. Если кто-то из вас говорит по-английски и сам понимает, это, конечно, прекрасно. Вопросы можете задавать как по-французски, так и по-английски. Мы на них ответим в течение презентации или в конце. У нас обязательно будет время, чтобы все обсудить. The objective of today is to give you a picture of the Institut Paul Bocuse spirit or pedagogical concepts, and also to give you a big picture of the program developed in the Gastronomic Institute in Krasnoyarsk. Основная задача сегодняшней презентации – это познакомить вас с институтом Paul Bocuse, рассказать вообще о духе, о ценностях, которые заложены в этом институте, и в такой, скажем так, большой картинке рассказать о программе, которую мы совместно разработали в России. So you can see on the screen our castle or chateau in Lyon, in France, with a panel of our students. На экране вы сейчас можете видеть шато, да, это замок, который находится в городе Лион во Франции. Это тот замок, где студенты учатся. I'm not going to give you all the history of Institut Paul Bocuse, but we cannot talk of Institut Paul Bocuse without presenting you the two big men who created the school and who are representing the force of Institut Paul Bocuse. Софи говорит о том, что мы не будем углубляться сильно в историю института, но есть два человека, о которых просто невозможно не сказать, которые играют очень большую роль вообще в создании института, в его жизни. Of course, you know Paul Bocuse, the chef of the century, the 3 Michelin star over more than 55 years first. Конечно, мы надеемся, что вы все знаете месье Поля Бокюза, человека, шефа, который был назван шефом века, шеф, у которого было 3 мишленовских звезды в течение более 55 лет подряд. And Gérard Pélisson, that you might not know, but who is also a very important man in the world of hospitality. Gérard Pélisson is the co-founder of the group Accor Hotels. И также это Жерар Пелисон, это очень важный человек вообще в сфере гостеприимства. Это сосоздатель группы компаний Accor, всемирно известная. Voilà. Accor is Novotel, Ibis, Sofitel, M-Gallery. Да, это Novotel, Ibis, Sofitel и многие-многие другие отели. Okay. And voilà, as you can see, we have the chef and the hotelier, the hospitality man, the two roots of our industry. Как вы можете видеть, у нас с одной стороны шеф и с другой стороны человек,
и сфера гостеприимства, то есть таких две значимых фигуры, именно они вместе создали этот институт. Our CEO is Monsieur Giraudier, that you can see here on the picture. Это месье Журодье, генеральный директор института. And voilà, the objective is to share 4 values with our students, with our faculty, with our partners, which are altruism, courage, creativity, and entrepreneurship. Очень важно для нас всегда делиться нашими ценностями. Да, это альтруизм, это храбрость, это способность, это креативность и это способность к предпринимательству, навыки предпринимательства. So if you want, we can have a quick video on the history of the program and how... Sophie. We lost Sophie. We lost Sophie. But She's here. Sophie, you're back? Okay. We lost you. So it was just... I would like to show you this small video, which is in Russian. Who will tell you a bit more about the story of how the Gastronomic Institute met with Institut Paul Bocuse. София хотела бы показать видео, может быть, некоторые из вас его уже видели. Это немножко такое видео об истории создания нашего факультета здесь, в России, то есть как встретились и как разрабатывалась программа совместно вот с французским институтом. Хороша, насколько она цепляет. Поэтому наша задача рассказать все об этой профессии, чтобы ребята, которые, к сожалению, сейчас не пишут сочинения. C'est Maxime. Ситуацию изменить. Мы хотим, чтобы ребята зажигались от одной идеи. Гастрономии, от самого процесса приготовления. Именно это даст нам развитие, даст нам подшаг в индустрии. Кулинария – это процесс создания историй, создания воспоминаний. И когда мне было 3 года, я уже это понимал. Эта страсть поселилась во мне в детстве и продолжает расти до сих пор. Мне безумно интересно открывать новое, творить, создавать истории. В Институте Поль Бокюс работает 17 шефов. У каждого своя история и уникальный опыт. Стать шефом – это совершенствование своей работы. Это отдавать всего себя, всю свою страсть, которая необходима, чтобы стать шеф-поваром. Также стать шеф-поваром – это возможность путешествовать по миру, встречать прекрасных людей. Так что, на самом деле, я думаю, что если есть амбиции, то пройти путь от простого повара до шефа становится намного проще. Сложностей со студентами нет никаких. Они понимают, зачем они тут. Они очень требовательны к себе, заинтересованы. Мне, как учителю, работать с ними легко. Если я должен что-то сказать, то только то, что необходимо работать. Другого выбора нет. Быть страстно увлеченным своим делом и быть амбициозным. Это самое важное в нашем деле. На свете много сложных профессий, но если подходить к делу с открытым сердцем и уверенностью, что все получится, если я выбрал эту работу, у меня нет права жаловаться, и я буду продолжать заниматься именно этим делом, потому что люблю его. Много людей идет утром на работу с мыслью, что должны идти на работу. Это ужасно. Мы в Институте Поль Бокюс счастливы заниматься тем, что мы делаем. Это к тому же весело. Я хочу сказать студентам, что работа, которую вы выбрали, это работа страсти. Если вы уверены, что хотите заниматься именно этим, не сомневайтесь в выборе. Но знайте, что это также и трудная работа, которой нужно отдаваться без остатка. Но именно она подарит вам перспективы и принесет истинное удовольствие. Одним словом, это мечта. Думаю, у них появился необычный шанс приобщиться к нашему опыту. Я надеюсь, что этот франко-русский обмен обогатит как Россию, так и нас. Мы принесем весь наш профессионализм,
все наши таланты, передадим все, чем мы можем поделиться с ними, от всего сердца. Я думаю, что это будет экстраординарный, уникальный опыт. Первый опыт в мире, потому что это первый раз, когда Институт Поль Бокюс появится в России и будет освещать французский образ жизни, нашу традицию. Наша совместная работа поможет студентам из России стать лидерами завтрашнего дня, великими поварами. И я уверен, что в России уже есть много талантов, но мы собираемся приумножить их количество. Voilà. So this video is very nice, and it shows what we have to offer as Institut Paul Bocuse to our students, and I think this slide right now will show you what we do for our students and who are our students. Максим говорит о том, что это видео действительно прекрасно, оно показывает вообще то, чем институт делится со своими студентами. А вот этот слайд, который вы сейчас видите, он говорит о том, какие они студенты Института Поль Бокюс. So, for example, our students are really generous. They want to share. They want to become creative. They are really passionate about the industry, and also very spontaneous, and also with a sense of elegance, sensitive to the beauty of things, very authentic and traditional, because our school is also a school of tradition and getting to modernity, and this is what our students will learn during those 3 years. Мы немножко пройдемся по этому слайду, то есть кто он такой студент Института Поль Бокюс? Он немножко мечтатель, немножко путешественник. Он щедрый и готовый делиться, это очень важно. Одной из ценностей Института Поль Бокюс, конечно, является желание и умение делиться с другими. Это, конечно, ценность, дань традициям. Это вот этот sensitivity, вот, чувствительность к красивым вещам, к тонким вещам, креативность. То есть все эти ценности закладываются, конечно, в институте, и именно таких студентов ждет институт. Our duty is to share with the students the passion for the industry, and also share an innovative point of view with them. To master the traditional techniques, to innovate and to create. Основная миссия института – это делиться своей страстью, делиться инновациями и современным подходом. То есть именно от традиций к современному исполнению. By entering Institut Paul Bocuse, you're really heading to an excellent school. And all our staff and all the students will represent the excellence. Когда вы становитесь частью Поль Бокюс, вы становитесь чего-то высокого уровня, мастерства в своей области. For example, here you have a famous chocolate maker, chocolate chef, Patrick Roger. He is also a meilleur ouvrier de France. And you can see on this picture that his technique is serving creativity. He is doing sculpture in chocolate. And this is what we want our students to do, is to have the right technique to create and to create beautiful things. Например, да, сейчас на этом слайде мы говорим о шефе, который работает с шоколадом, Патрик Роже. И именно вот этим слайдом Максим хочу сказать, что цель института – это навыки студентам, дать им возможность, дать им правильные техники, чтобы потом такими техниками мы дальше именно проявляли такую креативность, например, Патрик уже работает. And to illustrate this slide, I would like to share with you a saying of Paul Bocuse. He used to say during all his life that cuisine, cooking, is like music. First of all, you need to learn the solfège, the basic, and then you can be creative and do any kind of music you want. Rock and roll, jazz, classic,
but first you need to learn the basics. София хотела проиллюстрировать этот слайд одной из фраз месье Поля Бакюза. Всю свою жизнь он говорил, что кухня – это как музыка. То есть сначала тебе нужно выучить ноты, нужно выучить сольфеджио, нужно выучить основы и самую базу. И потом создавать уже великие вещи. Это может быть другая музыка, это может быть рок-н-ролл или какие-то другие жанры. Но самое важное – это заложить правильный фундамент и научиться базовым вещам с самого начала. Maxime, tu nous parles de l'émotion. Yes. So we really want. We have a team dedicated to develop emotional intelligence of our students, and we really want to have the essence of the emotion of the students. Our jobs in the culinary industry, in the hospitality industry, are really emotional. We want to give the customers emotions, and we want to develop this emotional intelligence to our students, and you will learn how to develop that by entering Institut Paul Bocuse. Да, есть такое понятие, как эмоциональный интеллект, и это то, чему очень большое внимание уделяется в Институте Поль Бокюс. Вообще вся сфера гостеприимства, индустрия гостеприимства и также кухня, конечно, вот эмоциональность – это очень важная составляющая. Именно эмоциональный интеллект – это то, чему также учат студентов института. Also through the program, through the techniques of teaching, learning, we develop in Institut Paul Bocuse. Of course, your hands and the operational side are very important, but we will associate it to the managerial expertise that you need in the restaurant and in the culinary industry. So we need to combine operational, technical with managerial. Есть очень две важных составляющих во время обучающего процесса, да, это операционная часть, то есть то, что делается руками. У нас такая сфера, да, гостеприимства, где очень важно попробовать поработать руками, но мы не забываем о менеджерской функции, о управлении, то есть это обучение и операционным вещам, и управленческим. And voilà, staying very humble, we can say that France is a living legend. We have a very specific savoir-faire in terms of culture, in terms of gastronomy, tradition, but also a kind of avant-garde in this industry. We say that being French is a way of life, and by also entering Institut Paul Bocuse, you will discover what is our way of life in France, and especially with gastronomy. And it's always a discovery. I mean, every day you're learning about this France as a living legend. Софи говорит о том, что это будет немножко нескромно, но действительно Франция – это как страна, это живая легенда. И Максим говорит, что жить по-французски – это особое умение. То есть вообще вот Франция, она как столица, как место, где вообще рождается высокая кухня. Вот этот вот, как сказать… В общем, вот эти вот все чувства, все знания о Франции и всю ее красоту вы также знаете, став студентом института. Teaching approach is quite innovating because, okay, you will learn by doing. We will put you in situation where you will experience and where you will have interaction with the operation, with the faculty, with the management concept. So that's important to combine the strategic, the operational perspective of the industry. Voilà, you will learn differently. You will be an actor. It's not a situation where you will be seated in a classroom and waiting for the teacher to feed you. No, you will have to participate, to act, to experience all those aspects. Очень важно сказать про подход к обучению, что вы будете обучаться, скажем так, разными способами. Мы не обучаем студентов так, что вы сидите все время на занятии в классе и просто
ждете, когда преподаватель вам что-то расскажет. Нет, очень важно проявлять инициативу, очень важно, что наши занятия, они как теоретические, так и практические. Очень важно именно, вот как мы уже договорили, операционная часть попробовать руками. Но, тем не менее, мы говорим и о стратегическом мышлении, и о управленческих навыках, и все это вместе в одной образовательной программе. So you will have to handle through your program, the 3 years, many projects, many teamworks, where we will ask you to be creative, analytic, strategic, operational, all this together. За время учебы по разным предметам у вас будет большое количество разнообразных групповых работ, проектов, где нужно будет проявлять креативность, умение работать в команде и другие навыки. И именно на этом построен весь процесс обучения. So our Institut Paul Bocuse is really a school that is international. So as entering Institut Paul Bocuse and the Gastronomy Institute, you go global and you be a citizen of the world. That means that we have more than 20 partner schools all around the globe that are part of our association Alliance. And also we have international exchange programs. So you will have the chance to do, for example, trainingship or training period around the globe outside Russia. Институт Paul Bocuse действительно это международный институт. Становясь студентом, в том числе нашего Института гастрономии, вы фактически имеете возможность стать гражданином мира. То есть у института более 20 партнерских университетов и школ по всему миру. Существуют программы обмена студентами. За время учебы здесь, в России, у вас будет 2 стажировки и возможность провести эти стажировки за границей, посмотреть мир и уже определиться, где и с кем вы хотите связать свою дальнейшую профессиональную карьеру. Another aspect which is very important is that each student is unique, okay? And you will be accompanied during all your time in the program by a talent manager. And this talent manager will be here to help you to build your own professional project and to coach you through your studies and building your professional plan. В Институте Paul Bocuse существует такая система, которую мы, конечно, также у себя в Институте гастрономии практикуем. Это система наставничества. Veronica, we cannot hear you very well. Sorry, you can hear me now? Yes, much better. Это система талант-менеджмента. То есть в нашем институте есть талант-менеджер, как и в Институте Paul Bocuse. Анастасия, она тоже как раз сегодня с нами на этой встрече. Hello, Anastasia. Hello, Анастасия. То есть мы будем вам помогать развиваться профессионально, будем помогать вам находить те области, которые вам будут интересны для работы, для стажировки. То есть, как в Институте Paul Bocuse говорят, что один студент – это один талант. У каждого студента уже есть талант, и наша задача его развить и помочь профессионально вырасти и получить, и построить действительно потрясающую карьеру. If you want, we can talk about Lyon and France a little bit to give you a small taste of Lyon. Lyon is the best student city in France, the most attractive city for students. You're going too far. Sorry. София хотела бы немножко поговорить о Франции и именно о городе Лион, в котором находится институт. Лион считается самым таким лучшим для студенчества во всей Франции. Of course, after Krasnoyarsk. Ну, конечно, после Красноярск. Красноярск на первом месте, и только потом Лион. In Lyon, we say that it is the capital of gastronomy. We have more than 4,000 restaurants only in the city of Lyon. В городе Лион находится более 4000 ресторанов, и считается, что Лион – это просто гастрономическая столица. With something like 15 Michelin stars
in total. На весь город порядка 15 звезд гида Мишлен. The culture is very strong also. It's a very artistic city with lots of exposition, museum, events. Это город, где большое количество музеев, разнообразных выставок, большое количество мероприятий. So we hope to have the chance one day to welcome you in Lyon especially. Мы очень надеемся, что у вас будет возможность когда-нибудь побывать в Лионе и посмотреть своими глазами этот город. And I couldn't resist to show you some image, video of the city. Да, небольшое видео о городе Лион. Just to Avec ou sans son? Avec. Lyon is like a little Paris with a much better quality of life. Лион – это такой маленький Париж, но с гораздо более высоким качеством жизни. Voilà. Alors, how do you feel? Do you want to come and visit us? Ну, что скажете? Хотите приехать в Лион, посмотреть этот прекрасный город? Город действительно If замечательный. you say no, I go home. Если приехать, все, мы Yes. заканчиваем. Good. We have in Institut Paul Bocuse Lyon a lot of different nationalities throughout our students. We have more than 1,000 of students coming from 55 different countries, and that's growing and growing everywhere, every year. В Институте Поль Бокюс около 1000 студентов из более чем 55 стран и разных национальностей, что еще раз подтверждает международность этого института. We can present you also the team of experts we have in Institut Paul Bocuse. Today, we have 150 faculty, professional and academic, with 50 researcher and doctoral students. It says 25, but we have almost 30 chefs teaching in Institut Paul Bocuse with a few MOF, meilleurs ouvriers de France. Altogether, it represents, because they all come from the industry before, they all have big experience of running a kitchen, of running their own restaurant. And if we accumulate all their experience, it represents something like 30 Michelin stars, 600 years of international experience, and 30 years of entrepreneurship. Немножко поговорим о команде экспертов, о команде Института Поль Бокюс. На сегодняшний день это 150 преподавателей, академиков, которые обучают студентов, из которых 50, также 50, около 50 студентов, которые учатся на докторских программах. Это порядка 30 шефов, работают в Институте Поль Бокюс, и так как все они пришли из индустрии, все они имеют колоссальный опыт работы в ресторанах по всему миру, все вместе
если собрать, скажем так, их все звезды за всю их период работы, это порядка 30 звезд гида Мишлен. И все вместе они... Sorry, Sophie, could you please go back for a second? Ah, sorry. Alors, back. Non. I'm lost in my screen. This one? Voilà. И это, конечно, 30 лет опыта в предпринимательстве. Вообще предпринимательство и именно вот открытие собственного бизнеса и навыки предпринимательства, то, чему уделяется очень большое внимание в Институте Paul Bocuse. Maxime, la prochaine, elle est pour toi. Okay. So Institut Paul Bocuse has a big alumni community, and we have a big platform that gathers all the alumni all around the world that went through the bachelors and masters in Institut Paul Bocuse, and we have alumni all around the globe. В Институте Paul Bocuse есть такая комьюнити выпускников, очень сильная, то есть есть специальная платформа, где все выпускники институтов могут общаться друг с другом. And all the alumni have strong links with the students, and you can, whenever you want, ask for the help of an alumni for job opportunities, for job questions that you have, for whatever information you need. You can join the IPB alumni family and ask for help. Это возможность, допустим, попросить о помощи одного из выпускников, это возможность обратиться, возможно, в поиске работы, или нужна какая-то помощь вот в профессиональном смысле, или, в общем, выпускники всегда готовы помогать студентам Института Paul Bocuse. As you saw in the video earlier, the campus of Institut Paul Bocuse is composed of different places, buildings, and activities. So here you have the Hotel Royal, which is a 5-star training hotel where our students go there for practical rotation in front office, housekeeping, room service, breakfast. Вы видели уже на видео, что кампус института состоит из нескольких разных зданий. Также институту принадлежит отель Le Royal, который находится в городе, в центре города Лион. Это 5-звездочный отель, и в нем в том числе студенты института проходят свою практику учебную. We have also l'Institut Restaurant, which is a brasserie de luxe downtown in the city, close to the Hotel Royal too, where the students go for practical experience in the cuisine, in the kitchen, and also for the service in the restaurant. Также есть ресторан L'Institut, который находится совсем рядом с отелем Royal. Там также студенты проходят практику как на кухне, так и в сервисе. And the students have a different mission, whether they are in year 1, year 2, or year 3 of the program, they will undertake different responsibilities. Так как студенты находятся на разных курсах, да, 1, 2, 3 курс, у них разные задачи и, соответственно, разная зона как бы ответственности и разные позиции, на которых они проходят практику. In the castle, we have one gastronomic restaurant named Restaurant Saison, which is a 1-star. Sorry, go, Veronica. From last year. Congratulations on that. Thank you. В самом замке находится ресторан «Сезон», который в прошлом году получил 1 звезду Мишлен. So same, the students will go in year 3 to do some practical rotation in the kitchen, but also in the service. Здесь уже 3-курсники проходят свою практику на кухне и на сервисе. То есть это уже очень... Sorry, I went too fast. I have a small video to show you, if I can get it back,
to show you the life in the school. That's the gastronomic restaurant saison with the kitchen, the one-star Michelin. Кухня ресторана «Сезон». With the chef David Tissot, meilleur ouvrier de France. Шеф Давид Тисо. Voilà, c'est la vie à l'Institut Paul Bocuse et ce sera la vie au Gastronomic Institute. In English, please. Oh, sorry. No, It's life in Institut Paul Bocuse Lyon, and it will be the same in the Gastronomic Institute in Krasnoyarsk. Это вот вы увидели кусочек жизни Института Поль Бокюс в Лионе и такую же гастрономическую прекрасную жизнь мы создаем здесь, в Институте гастрономии в Красноярске. Oui, Maxime, sorry. I wanted to say that, in fact, the Gastronomy Institute in Krasnoyarsk is developing amazing places for their students, for them to train in a restaurant. Also, they are building currently some great kitchens and pastry lab, and it's magnificent. So, in Krasnoyarsk, you will have also the chance to have a wonderful place to study. Максим хотел отметить, что мы здесь, у нас в Институте гастрономии сейчас большое внимание, конечно, тоже уделяем тем местам, где студенты имеют возможность практиковаться, заниматься, и отметил, что мы сейчас строим прекрасный кампус, где будут находиться кухни. Мы их проектировали с Максимом в том числе вместе, и это будет удивительная возможность для студентов заниматься в таких условиях. Okay, so if you want, we can talk a little bit about the program, which is a Bachelor in International Culinary Arts Management. Если вы хотите, мы можем немножко поговорить о программе, которую мы делаем именно здесь, в Красноярске, то есть это программа бакалавриата. So the program that that is delivered in the Gastronomic Institute in Krasnoyarsk is the same program delivered in Institut Paul Bocuse Lyon. Программа, которую мы предлагаем здесь, в Красноярске, это такая же программа по кулинарному искусству, которая преподается в Лионе. It's the same diploma, okay? Точно такой же. 3 years. Но эта программа 3 года, у нас она 4 года. Но диплом получаете французского института точно такой же, как студенты IPB в Лионе. So this program, we combine it with the SFU Bachelor. In total, you will have a 4-year program. Да, так как эта программа была, скажем так, разработана и собрана вместе с программой Сибирского федерального университета, и мы следуем нашим, скажем так, законодательству, да, что у нас это все-таки 4-летнее образование, вот 8 семестров. So in those 4 years, you have 3 years dedicated to the Institut Paul Bocuse program. То есть из этих 4 лет, которая программа длится здесь, 3 года – это программа Института Paul Bocuse. So at the end, you will have 2 diplomas, the Institut Paul Bocuse and the SFU. На выходе по окончании института вы получаете 2 диплома, диплом Сибирского федерального университета и диплом Института Paul Bocuse. This graph is just to show you the progression and the evolution of the program. The year 1 is dedicated to the learning and the discovery. We go to consolidation in year 2 for perfecting and development in year 3. There is a very clear progression. Этот слайд показывает такую, скажем так, лестницу от первого курса к финальному курсу. То есть первый курс, он больше про узнавание, про вообще способность разобраться в индустрии, в
в гастрономии. Потом это такое более серьезный подход, это более серьезные знания, чтобы потом уже к концу обучения уже возможность самим что-то создавать. And through the 3 years, we will go deeper and deeper through the techniques and the management and through innovation and creativity. И, конечно, мы за все это время мы идем в техниках, в менеджменте, в управлении и уделяем внимание инновациям и развитию креативности. So we want you first to wake up your curiosity and develop your analytical sense, criticism. Then we want you to be more in the pertinence. Yeah. Pertinence. Yeah, to go to the stand back and be able to make decisions and strategic decisions. And to give your vision, it's very important to innovate. And this is at the end of the year 3, the end of your program, that you will have the chance to give your own vision. Сейчас также Максим говорит о том, что да, вот этот прогресс с первого курса до последнего, то есть первые, ну, в нашем случае 4 года, поэтому первые несколько лет это вот умение анализировать, получать определенные навыки, чтобы к выпускным уже курсам иметь возможность сделать немножко шаг назад и предложить что-то свое, смочь, иметь возможность самому что-то предложить свои идеи, способность создавать. Это очень важно. All this to say that we don't want you to be a student. We want you to be a professional, and we will get you to be an entrepreneur. Мы не хотим, чтобы вы были студентами, и мы сразу же воспринимаем вас как профессионалов, чтобы к окончанию университета вы уже имели возможность стать предпринимателем. This one is terrible, but it's just to show you the path of your program over the 4 years, sorry. What you have to remember is that you have a total of 6 semesters, which are scheduled with internship and professional situation. So it's a combination of all these, and you will have a good rhythm between school, professional situation, and internship in the industry. Это такая у нас сложная схема для понимания, скажем так, но что самое важное, вы должны понять, что за время обучения у вас есть 6 семестров и 2 стажировки. Первая 4 месяца, вторая 6 месяцев и очень много практики. То есть такая комбинация между теоретическим обучением, практическим обучением и стажировками в реальных ресторанах. So, if we make a simple calculation, да, если мы сейчас проведем простую калькуляцию и посчитаем вот эти вот именно практические занятия, in total, in the 6th semester, you will have 34 weeks of professional situation. За 6 семестров у вас будет 34 недели, это примерно 8 месяцев профессиональной практики. 8 months. And then you will have an experience of 2 internships, 4 months first in the middle of the program after semester 3, and 6 months at the end of the program, just to launch you and to help you to catch your first position. So a total of 10 months of internship. 2 стажировки после 3-го семестра и финальный семестр, которые вместе аккумулируются в 10 месяцев. То есть, да, финальная стажировка – это такая уже возможность такого прыжка в профессиональную уже карьеру. So yes, if we take the 3 years, in these 3 years, you have 1 year and a half of professional experience. И если мы все это посчитаем, то за ваше время обучения вы получаете 1,5 года действительно профессионального опыта работы. So now you understand why
we can't consider you anymore as a student. Теперь вы понимаете, почему, когда мы говорим о том, что мы воспринимаем уже сразу как профессионалов, а не как студентов. You are a professional for us. So our objective for our professional or future professional for you is to have a 100% employability. Within 3 months after being graduated, a lot of our students, when they're doing their last stage, they're like their final traineeship, they will be employed right after in the same company. So it's very important for us as a school to have a 100% employability rate, and we have also 33% of students choosing to open their own business, to be entrepreneur. So by joining the Gastronomic Institute and Institut Paul Bocuse, this is what we aim for you. Задача Института Поль Бокюс и, конечно, нашего Института гастрономии – 100% трудоустройство студента в течение 3 месяцев после выпуска. 33% выпускников Института Поль Бокюс открывают свои заведения сразу же после выпуска. И Максим говорил о том, что после финальной стажировки обычно студенты получают сразу же работу в этой же компании. То есть стажировка длинная, на полгода, и очень часто сразу же ребята получают рабочий контракт. We have also a strong links with business partners all around the globe, more than 500 business partners. We have also more than 2,000 job and internship qualified offers. And also a lot of our students that will travel when they finish their studies, either go back to their own countries or travel to spread their knowledge around the globe. У института очень серьезная сеть партнеров, более 500 бизнес-партнеров по всему миру, и около 60% студентов, когда начинают путешествовать и уезжать на свои стажировки, они начинают свою карьеру за границей и уже делятся своими навыками с миром. So international is exposure, experience is a great asset in the career in the industry of culinary and hospitality. Вот эта международность, конечно, это такое очень важное преимущество в сфере гостеприимства, в сфере кулинарного искусства. Another video. On this video, you see some of the projects that the students realized during their program, and you can see that they can be very creative, innovative, dynamic, and happy students. Это видео – это один из проектов студентов в течение их обучения, то есть показать, что действительно вот эта вот креативность и возможность что-то создавать, предлагать идеи и делать это самим очень развивает в студентах. I love this one. It's my favorite. Это ее любимое видео, оно ей очень нравится. It shows the energy and the passion. Потому что оно дает энергию и вот эту страсть студентов, которой они обладают. Фотографии счастливых студентов. That's a graduation day in Lyon.
Okay, voilà, I think maybe it was a bit long. Была долгая наша презентация. But the best moment is now. I hope you have plenty questions and that we're going to be able to discuss, share with you. Если у вас есть вопросы, давайте обсудим. There was a question Kirill asked in chat. He asked your opinion about Russian cuisine because you've already visited Russia how many? 2 or 3 times. So Yes. think about the Russian cuisine. Maxime? So our opinion, I think, with Russian cuisine is like French cuisine. We have our own tradition, and I think that in Russia, you have also roots that are really interesting with Russian cuisine, very traditional, and we can say very interesting for us because it's not to our taste. It's really different from what we have in France, but very also comfy food, comfort food, and we can see that it's made with the heart of the people, very with a lot of love inside the Russian dishes, and this is really interesting, and I think it's quite similar to what we have in France. Максим говорит, что он заметил, как у французской кухни, да, есть очень такие и традиции, и корни. Это то же самое он заметил в русской кухне. И отметил, что заметно, что в нашей в русской кухне люди действительно тоже делают это все с любовью и отдаются целиком. Это очень схоже с тем, как относятся к еде во Франции. There's a question. I love the questions like that. Dmitry is asking, why Krasnoyarsk? Usually everything the best is often in somewhere in Moscow. So why Krasnoyarsk? I think we wanted to have a partnership with Krasnoyarsk and especially SFI, Bellini Group and the Gastronomy Institute because I think you have the power in Krasnoyarsk in Siberia, as we can say the capital of Siberia to change your way of managing a kitchen, and you wanted in Krasnoyarsk, in Krasnoyarsk to develop concept, to have more, I would say, to be more open-minded than other cities in Russia, and this is why we are now partners with this city of Krasnoyarsk, with you, the SFU and Bellini Group, because you wanted this open-mindedness for your city. Мы сейчас обсуждали вопрос от Дмитрия, почему именно в Красноярске. Нас, конечно, часто об этом спрашивают. Но Максим говорит о том, что здесь у нас, да, в центре Сибири, наверное, мы очень этого хотели. Наверное, мы готовы больше открываться и узнавать что-то новое, может быть, чем ближе к нашей столице и к другим городам. То есть вот у нас больше этой, что ли, страсти и возможностей и желания научиться чему-то новому и сделать это хорошо, и сделать это немножко лучше. Do you see questions in chat? Yeah. I saw this one. Is it important to have some knowledge of culinary and French upon admission? I would say that it's a plus to have, of course, a little knowledge of what is French cuisine and what we can find in France. But the idea of the program is really to give you this opportunity to discover what we have in France. So it's not mandatory to have I would say a huge knowledge in French cuisine. You should be of course curious about that, and then about the French language. You will learn French during your studies. It is part of the curricula. So during the 3 years, you will have time to learn. So if you want to train before, I would say starting your studies in Gastronomy Institute, you can, but it's not mandatory. I would say that it's also a big plus to speak English. Because English is an international language. So if you have to train on something, if you have to work on something, it's maybe more on English than your French at first. Yeah.
Мы сейчас обсуждали вопрос от Кристины. Кристина спрашивала, важно ли это иметь какое-то знание вообще гастрономии, кулинарии и французского, когда вы поступаете в институт. И Максим говорит о том, что мы за время обучения вы французский язык, конечно, выучите. Французский язык у нас идет с первого курса. И то, что касается навыков каких-то в гастрономии, в опыта работы, конечно, ничего не требуется. Главное желание учиться, желание узнавать новое, желание стремиться к чему-то. Но, Максим, я, конечно, в этом очень поддерживаю. Если у вас есть возможность сейчас учить, допустим, английский язык, действительно отдавать ему чуть больше времени, если вы поступаете, допустим, в следующем году, я бы настоятельно вам рекомендовала, конечно, заняться английским языком, потому что 2 языка у нас изучаются в параллель, и французский, и английский с первого курса. И, конечно, студентам, которые приходят с нулевым английским и с нулевым французским, приходится тяжеловато, потому что 2 языка в параллель изучать достаточно сложно. Вот. Но английский язык, без него сейчас никуда, поэтому я настоятельно вам рекомендую, конечно, обратить на него свое особое внимание и силы. Veronica, can I add something? Sure. To come back to the question, is it important to have some knowledge of culinary or French before admission? The most important is to have the passion for the cuisine, okay, and to have a vision of how it's going in the kitchen in a restaurant. So my recommendation will be motivated, be passionate, and go for 1 week, 2 weeks, 3 weeks experience in the kitchen before to enroll in the program, to be sure, to feel the atmosphere, to be sure about this passion burning in the kitchen, you know? Софи хотела немножко добавить к нашему разговору о том, важно ли иметь какие-то знания в кулинарии до поступления к нам. И она говорит о том, что, конечно, очень важно, опять же, иметь страсть и желание, но она советует на 1, 2, 3 недели найдите возможность поработать, может быть, в каком-то ресторане, зайти на кухню и провести там какое-то время, чтобы, когда вы поступали, вы уже точно знали, что это то, чего вы хотите. Потому что кухня – это непростое место, но к этому действительно нужно иметь страсть и желание. И если у вас вдруг есть возможность где-то поработать, хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножко просто посмотреть, что такое кухня изнутри, сделайте это, чтобы вот точно понимать, что вы приняли верное решение. The following question is also about do all students speak French only during internships? The answer is no. Also, it really depends where you're doing your internship. If you want to come to France, for example, and working in a kitchen in France, maybe not everyone will speak English in the kitchen. But if you are doing your stage internationally, it will be most of the time in English, and in Russia, in Russian. Максим сейчас отвечал на вопрос, все ли студенты говорят по-французски во время стажировок. То есть действительно очень важно, это зависит от места стажировки. То есть, конечно, если это Франция, то очень редко шефы на кухне говорят по-английски. Это нужно понимать. То есть, если Франция, то вся кухня говорит по-французски. Если это другие страны, то английский язык, конечно, где-то присутствует. И если вы, допустим, проходите стажировку в России, то, конечно, вы говорите на русском на кухне. Maxime. We have a question of Saturn Canel. Veronica, can you translate it, please, for us? Which one? After motivation and passion, we have a question by Saturn Canel. It's more about the technically how to join the institute. So I would like to first finish with questions to you, and then I could go more into details about this technical part of. Okay. Okay, good. French. Quel sentiment ressentez-vous lorsque vous cuisinez? Sophie. Une question pour un chef. Non, Sophie, you can go. Moi, j'aime manger, je ne cuisine pas. Maxime, c'est toi le chef.
I would say that when I'm cooking, because it's depending on the person, but I'm sure it's also the same for Sophie because we have the same character. But you know you're passionate about what you're doing and you forget everything that you're doing on the side, and you can have all your energy in what you're doing in the kitchen and transmit the passion, the love that you have inside yourself into what you're doing. So I mean, this is what I want when I cook. Also, I generally cook for others. I cook for myself, but I generally also like to cook for others. So it's sharing my passion, sharing my love for people when I'm cooking. That's it. Максим It's a question of generosity. Максим ответил на вопрос, что он чувствует, когда он готовит. И он говорит о том, что для меня это такая страсть, что я вообще забываю обо всем, что происходит вокруг. Часто он готовит для себя, но еще чаще он готовит для других. И действительно, вот в нем есть это желание делиться и желание сделать что-то хорошее для других. Это действительно его страсть. Merci à vous. So if you don't mind, I just take quick notes on the questions about the admission. Здесь есть вопросы по поводу конкурса, можно ли поступить переводом. Конкурс, как сказать, смотрите, мы в этом году ожидаем 50 студентов, да, то есть конкурс – это если у нас будет гораздо больше заявок. В прошлом году конкурса не было, то есть план набора был 50 студентов, в итоге у нас было 40 студентов, то есть конкурса не было, поэтому сказать сложно. Что я всегда рекомендую делать, это во время приемной комиссии поддерживать с нами связь с кем-то из сотрудников института, чтобы мы вас всегда держали в курсе, сколько заявлений подано, на каком вы месте в рейтинге, какие у вас шансы поступить. Но на самом деле очень важно сдать хорошо экзамены, я думаю, что все будет в порядке. Перевестись к нам можно без досдачи экзаменов, без результатов ЕГЭ. Я, к сожалению, не знаю, как вас зовут по вашему нику. Если бы вы написали свой номер телефона, мы могли бы с вами связаться. Это просто очень важно, откуда вы переводитесь, какая программа, какой университет. Вообще переводом поступить к нам, конечно, можно. Veronica? Yes? There is a student here online, Maxime, who is a student of the program. Maybe we could ask him to share his experience as a student of this program in 2 or 3 sentences. What do you think? If he's agree. Sure. У нас есть студент сейчас здесь с нами, Максим Семена, и Софи просит Максима, может быть, буквально в 2-3 предложениях поделиться своими впечатлениями, своим опытом. То есть сейчас подходит к концу первый курс. Вот, может быть, Максим, вы скажете несколько абитуриентам слов о том, как вам учиться в нашем институте. Да, конечно. Всем здравствуйте. Что касается учебы в институте, это очень интересная программа. Мне есть чем сравнивать, потому что я заканчивал колледж, я учился в колледже, и что могу сказать, здесь колоссальное отличие, так как много практики, это очень полезный опыт. И практика с первого курса, то есть с нами учатся ребята, у которых уже есть опыт на кухне, и которые, грубо говоря, не держали еще нож в руках. И к концу практики у всех уже был одинаковый уровень. Сама практика была очень интересная, интенсивная. Что касается теории, тоже много интересных предметов. Так как программа французская, у нас есть такие дисциплины, которых нету в других институтах российских. И также плюс это изучение 2 языков, английский и французский. Да, это вот как бы основные плюсы. Да, очень важно, Максим затронул тему того, что кто-то на кухне оказался на первом курсе уже с опытом работы, а кто-то действительно в первый раз взял нож в руки, вот буквально с нашими шефами. И это абсолютно не страшно, потому что ребята, которые более опытные, они поддерживают тех, у кого что-то не получается, подсказывают, помогают друг другу. Поэтому если вдруг у вас нет опыта
работы на кухне. Это не страшно, мы всему научим, но, как Софи говорила, очень важно просто, чтобы вы понимали, что это действительно то, чего вы хотите. Спасибо Максиму большое за комментарии. Merci Maxime. Merci beaucoup. Merci. Софи, Next time you can do it in French. sure. Yes. No problem. Софи и Максим приезжают к нам, ну, сейчас в связи с нынешней ситуацией, к сожалению, в ближайшее время не приедут, но за последний год приезжали 2 раза, то есть они у нас частые гости, следят за тем, как программа наша проходит. Он сам занимался с нашими студентами на кухнях, делился своими навыками, своими знаниями. То есть мы действительно в тесной коллаборации с французским институтом. Это классно, что мы начали завозить европейские стандарты обучения. Да, стараемся. Рады, что это происходит не в Москве, рады, что это происходит именно у нас, в Сибири. Мы много для этого сделали, долго разрабатывали эту программу и очень гордимся уже тем, что у нас получается. Если есть какие-то еще вопросы, Some more questions? Semina. Maxim, if anyone has any question regarding the education process, he will be Nice. Nice. Да, вы можете найти Максима в инстаграме нашего института, можете написать ему, что-то спросить такое внутреннее, может быть, о чем мы не рассказали. Очень будем рады видеть всех вас в числе наших студентов в этом году или в следующем году. So I think it's time to say thank you, probably. Ouais. Thank you. Goodbye. À très bientôt. Thank you very much. Thank you so much. Thank you for being here today. It was a pleasure for Sophie and I to share our Institut Paul Bocuse, to share a little bit of Institut Paul Bocuse with you. And we hope to see you soon in Russia. Мы хотели сегодня поделиться с вами немножко историей и частью философии Института Paul Bocuse. И Максим говорит, что и он, и Софи будут очень рады увидеться с вами в Красноярске. Ну и от себя, конечно, скажу, что, надеюсь, 1 сентября мы с вами встретимся, что вы будете в числе наших студентов в этом или в следующем году. Merci. C'était du plaisir. Voilà. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye. Au revoir. Merci. Bye bye. Have a good day.